Крошечный львенок стоял в абсолютном одиночестве посреди бескрайней африканской тьмы. Его тело сотрясала мелкая, непрекращающаяся дрожь. Матери не было рядом. Братья и сестры исчезли. Саванна, которая днем казалась золотым раем, превратилась в холодный океан враждебных теней. Совсем близко, в густых зарослях, кружили две гиены. Их глаза мерцали в темноте, словно раскаленные угли, предвкушающие легкую добычу. Львенку было всего несколько недель от роду. Он был слаб, физически искалечен и, что самое страшное, брошен. Его не потеряли по случайности. От него отказались сознательно. В мире дикой природы, где выживание зависит от скорости и силы, Рон стал обузой, которую Прайд решил сбросить. И все же это хрупкое, дрожащее существо однажды сделает то, чего никто в его семье не мог себе представить. Он спасет их всех. С самого первого вздоха на залитых солнцем просторах Замбии Рон вел битву, которую не выбирал. Он родился в прайде Нисв вместе с 5 другими котятами. Каждый из них был крупнее, громче и требовательнее. Рон появился на свет с дефектом, который природа прощает редко. Его задние лапы были недоразвиты, а они не слушались его так, как должны были. В мире, где слабость — это не черта характера, а смертный приговор, этот факт определил его ранние годы с жестокостью, на которую больно смотреть. Его братьям даже не приходилось стараться, чтобы превзойти его. Они просто жили, и этого было достаточно. Пока они боролись и кувыркались в высокой траве, оттачивая охотничьи навыки, Рон наблюдал за ними с края поляны. Когда они прижимались к матери, ища тепла и молока, Рон оказывался сначала на периферии, а затем и вовсе вытесненным. Отчуждение не произошло мгновенно. Это случалось медленно, подобно тому, как угасает свет в сумерках. Так постепенно, что ты не замечаешь тьмы, пока она полностью не поглотит тебя. Тот вечер изменил все. Рон проснулся и не услышал привычного сопения сородичей. Это была не та уютная тишина отдыхающего Прайда, а пустая, гулкая тишина отсутствия. Он посмотрел налево, затем направо. Вокруг не было ничего, кроме колышущейся травы и остывающего ночного воздуха. Мать и остальные львы ушли, и на этот раз они не стали его ждать. Несколько долгих минут Рон стоял как вкопанный. Он был слишком мал, чтобы до конца осознать значение слова «предательство», но какой-то древний инстинкт уже шептал ему правду, которую разум отказывался принимать. Он ждал. Мать не возвращалась. А затем появились гиены. Они присели низко в траве, наблюдая за ним с тем терпением, которое хищники приберегают для жертвы, чья участь предрешена. Рон издал слабый крик, не то мольбу, не то предупреждение, и попытался двигаться. Каждый шаг на поврежденных задних лапах отзывался дрожью во всем его теле. Но остановиться означало умереть. Он побрел в темноту, продолжая кричать. Его голос разрезал ночь звуком, в котором поровну смешались тоска и первобытный ужас. Ночная саванна не прощает слабости. Каждая тень здесь скрывает угрозу. Каждый шорох ветра несет запах чего-то голодного. Внезапно из темноты, словно стена из серого камня, вырос массивный гиппопам. Сердце Рона едва не остановилось.
Но гигант, огромный и спокойный, посмотрел на крошечного львенка с чем-то похожим на безразличие. В нем не было ни злобы, ни агрессии. Дрожь Рона начала утихать под защитой этой невозмутимой горы плоти. Однако мир в саванне — явление временное. Леопард появился бесшумно, как это умеют только пятнистые призраки. В один миг тропа впереди была пуста, а в следующий на ней стояла смерть. Рон оцепенел. Каждая мышца застыла. Страх был настолько всеобъемлющим, что мир сузился до одной точки ужаса. И тут произошло невозможное. Гиппопотам сделал шаг вперед. Леопард, оценив свои шансы против противника, который в 10 раз больше его, развернулся и растворился во тьме. Рон снова остался один, дрожа рядом со своим невольным защитником. Живой лишь благодаря чуду, он продолжал идти сквозь ночь, ведомый одним лишь отчаянием. Вскоре он услышал звук, который открыл маленькое окно надежды. Низкое, ракочущее рычание молодых львов где-то впереди. Он направился к ним так, как утопающий тянется к любому предмету на воде. Но надежда, как вскоре узнал Рон, может быть самой изощренной формой жестокости. Молодые самцы из чужого прайда не приняли его. Они окружили его, тыкали лапами, превращая его страдания в развлечение. Для них израненный, хромающий львенок был лишь живой игрушкой. Доведенный до исступления голодом и усталостью, Рон совершил душераздирающую ошибку. Он подошел к одному из крупных самцов и прижался к нему, в своем бреду приняв чужака за мать. Ответ был мгновенным и жестоким. Удары обрушились на его и без того поврежденные лапы. Каждый взмах тяжелой когтистой лапы посылал волны боли через его хрупкое тело. Казалось, на этом история Рона закончится. Окруженный, избитый, слишком истощенный, чтобы бежать, слишком сломленный, чтобы сопротивляться. Но вдруг хаос прорезал иной звук. Рык, низкий, яростный, безошибочно узнаваемый. Его мать. Она появилась на краю круга с таким величием и яростью, что молодые самцы тут же отступили. Она издала единственный громоподобный, предупреждающий рык, и через секунды мучители рассеялись. Она подошла к Рону, и он, пошатываясь, сделал последние шаги к ней, прижавшись к ее теплому боку с отчаянием, которое невозможно описать словами. В тот момент он ничего не доказал. Он все еще был маленьким, искалеченным львенком, которого Прайд однажды бросил. Но он был жив, и он был не один. Последующие дни не стали легче. Природа не знает жалости, даже после трогательных воссоединений. Прайд постоянно перемещался, и Рон со своими больными лапами едва поспевал за ними. Его мать, разрываемая между материнским инстинктом и железной логикой выживания, держалась на расстоянии. Когда Рон подходил за молоком, она часто отворачивалась. Когда он пытался сократить дистанцию во время долгих переходов, Прайд просто ускорял шаг. Он был частью группы, но оставался изгоем, присутствующим, но невидимым. Послание было ясным. Успевай, или снова останешься позади.
Решающее испытание произошло у переправы через реку. Прайд легко прошел по мелководью. Но к тому времени, когда Рон добрался до берега, уровень воды поднялся. То, что было бродом, превратилось в ловушку. Он застрял между камней, а бурлящий поток грозил унести его вниз по течению. Он кричал, и его голос эхом разносился над водой. Прайд наблюдал с дальнего берега. И тогда его мать повернулась. Медленно, шаг за шагом, она вошла обратно в воду. Она не стала хватать его за шкирку. Она начала кружить вокруг него, используя свое тело как буфер против течения, побуждая его двигаться самостоятельно. Это требовало огромного терпения и времени, которого у Прайда не было. Но она сделала это. Когда Рон, наконец, выбрался на сушу и прижался к матери, что-то изменилось. Не в мире вокруг него, а в нем самом. В этот день он перестал быть жертвой. Прошли месяцы, а затем и годы. Львенок, которого когда-то бросили умирать, превратился в молодого льва, которого невозможно было игнорировать. Его лапы все еще ныли в холодные ночи. Его тело было покрыто шрамами, летописью каждой битвы и каждого падения. Но в его глазах появилось то, чего не было у других — глубина и непоколебимая стойкость. Те, кто вырос в безопасности Прайда, были сильны телом, но Рон, выросший на его задворках, был силен духом. Окраина сделала его другим. Когда засуха выжгла саванну и добыча исчезла, Прайд Нисеф оказался на грани голодной смерти. Именно Рон, лучше всех знавший, что такое лишение, повел своих братьев через реку на территорию соперников. Когда стая из 9 гиен окружила их в темноте, и остальные львы начали отступать, именно Рон не сдвинулся с места. Не из безрассудства, а из глубокого, непоколебимого отказа бросать тех, кого он любит, так, как когда-то бросили его. И когда старый буйвол отбился от стада во время отчаянной погони, когда Прайду нужен был лидер, способный на решающий бросок без колебаний, Рон уже был в движении. Охота была долгой и свирепой, но она закончилась победой. Прайд был сыт. Но важнее еды было признание. Рон стоял в центре круга, а не на его краю. Лев, которому никогда не давали места под солнцем, выгрыз его себе сам. Он прошел через тьму в одиночку. Его избивали чужаки и игнорировали близкие. Он пережил встречи с леопардами, крокодилами и гиенами. Он вынес самое страшное испытание — одиночество того, кто не нужен собственной семье. И он сделал это без горечи, без жестокости, с тихой и упорной волей, которую легко не заметить, пока она не станет единственным, что удерживает мир от разрушения. Рон не стал великим львом потому, что мир был к нему добр. Он стал великим, потому что никогда не позволял жестокости мира стать последним словом в его судьбе. Прайд, который когда-то оставил его дрожать в темноте, теперь следовал за ним через саванну к новым землям, к лучшему будущему. Король-лев обрел свое место. Не потому, что оно было дано ему по праву рождения, а потому, что он ни на минуту не прекращал идти к нему, шаг за шагом, превозмогая боль.